Добрый вечер. Ну что, мы с вами продолжаем. Продолжаем осваивать медитацию, продолжаем познавать ее пользу и ее силу. Итак, вы уже пошли сейчас в основной режим медитации, но у многих возникают вопросы, у многих возникают сложности, как это так понимать внутренние ощущения, как их ощущать, эти ощущения. Вот. И еще раз акцентирую внимание. У нас есть 4 основные составляющие, на которые мы обращаем внимание и которые, собственно, позволяют нам развить вот силу медитации от плотных материй именно к тонким духовным составляющим. Итак, самое плотное, самое действенное, что мы можем ощутить и увидеть, потрогать, это наше тело. И вот дополнительно к той медитации, которая сейчас у нас практикуется, где вы составили план и каждый день медитируете и прорабатываете 4 человек. Домашнее задание. Дополнительно развивайте свою чувствительность. Сейчас мы эту чувствительность будем развивать с помощью упражнений, которые позволяют нашему телу быть под управлением нашего сознания. Многие движения, которые мы совершаем в течение дня, в течение жизни, мы даже не задумываемся, как мы их совершаем. Мы не задумываемся, насколько они корректны, насколько они оправданы. И мы это делаем автоматически. И, собственно, смысл упражнения – это сейчас первый уровень, именно на телесном уровне проработать движение вашего тела. Каждый день дополнительно к медитации возьмите несколько движений, которые вы делаете регулярно. Допустим, вы регулярно чистите зубы, вы регулярно спускаетесь по ступенькам, там, скажем, какое-то количество ступенек вы проходите. Вы регулярно двигаетесь где-то по улице, по лесу и так далее. То есть вы регулярно открываете и закрываете холодильник. Вы регулярно нарезаете что-то на доске. Вы регулярно наливаете из чайника себе чай или кофе и так далее. У вас есть движения, которые вы совершаете регулярно. И вот ваше задание. Каждый день посвятите вот этому упражнению 10-15 минут. Его можно разбить на на кусочки и выполнять эти упражнения в различное время дня. Что мы делаем? Допустим, мы будем с вами писать текст. Берем ручку, берем листок бумаги и начинаем писать. Пишем одно и то же там слово или одну и ту же фразу. Вот возьмите любую фразу, какую вы хотите. Я здоров и счастлив. Вот эту фразу. Берете и начинаете ее писать. Когда вы начинаете писать, ваше внимание, то есть фразу вы уже понимаете, вы ее пишете практически автоматически. Ваше внимание погружается, как двигается ваша рука, как вы выписываете каждую букву, какие возникают напряжения в пальцах рук, в кисти, в предплечье, в плече, в теле, как смещается центр тяжести вашего тела, как движется ваша голова, как движутся ваши ноги, как движется ваш корпус, как ваше дыхание учащается или замедляется, как ваше дыхание замедляется, допустим, на каких-то словах, на каких-то буквах, или где вы задерживаете дыхание, где вы, наоборот, учащаете дыхание. Вот эти все моменты вы начинаете наблюдать. Вот пишите фразу. Пишите фразу, ваше внимание в это время, допустим, на пальцах. Пишите вторую фразу, ваше внимание на пальцах второй руки. И все тело постепенно сканируйте. Пишите, и у вас ваше внимание постоянно смещается по частям тела, и вы осознаете, что с вашим телом происходит в этот момент. Почему оно отклоняется влево-вправо? Почему бы вам не сесть ровно?
А какие ощущения в вашем теле происходят, когда вы пишете, и тело ровное, а когда оно с наклоненной головой в эту сторону, а когда с этой стороны и так далее. Вы изучаете, вы исследуете свое тело. Как вы открываете и закрываете холодильник. Подойдите к холодильнику и попробуйте. Откройте и закройте. Продумайте смысл каждого вашего движения. Почему вы вот так открываете или почему вы медленно открываете. А почему бы вам не открывать и закрывать это гораздо быстрее? Или почему бы вам не закрывать гораздо медленнее? Попробуйте дать себе ответы на эти вопросы. И исследуйте свое тело. Как вы беретесь за ручку? Почему вы берете с этой стороны? Или почему вы берете правой рукой? Или почему вы берете левой рукой? Вот каждое движение осмыслите. Пропустите его через сознание. Когда вы идете по ступенькам, вы подумайте, как вы переносите вес тела. Почему вы наступаете сначала там на пальчик, или почему вы сначала наступаете на пяточку, почему вы наступаете на внешнюю сторону стопы, или почему у вас стопа заворачивается влево или вправо. Наблюдайте, пронаблюдайте и ощутите. С каждым шагом, когда вы идете, наступаете, делаете шаг, и ваш мозг прорабатывает, как на этот шаг откликается ваше тело, как откликаются руки, как откликается голова, что происходит в это время. Тепло, холод, жар, как учащается или замедляется дыхание. Вот эти все моменты, их наблюдайте и тренируйте. Через осознание движения своего тела вам гораздо проще будет дальше перейти к следующему уровню. А следующий уровень – это наши чувства. Как я уже говорил в предыдущих роликах, чувства мы классифицируем в итоге как боль и либо удовольствие. И вот любое наше чувство, которое у нас проявляется, оно в итоге сведется к этим двум. И когда вы что-то выполняете, вот попробуйте сейчас сделать эту первую связку между телом и вашими чувствами. Когда вы выполняете какое-то действие руками, ногами, мыслью, попробуйте это связать. Какие чувства у вас проявляются от этого? Какие проявляются чувства в результате какого-то действия в той или иной части тела? И вот это просто наблюдайте. Просто наблюдайте и фиксируйте в своей голове. Каждый день выполняйте вот такие легкие, простые упражнения. Особенно начните вот с тех действий, которые вы делаете регулярно. Вы столько для себя откроете нового. Вы столько для себя увидите, сколько вы совершаете ошибок, сколько вы совершаете необдуманных и, может быть, даже раздражающих действий, которые раздражают других людей. Но вы этому никогда не придавали значения. И вы это делали именно автоматически и шаблонно. Это первая ступенька, которую мы с вами вводим вот в нашу медитацию и усиливаем осознанность через связь движения тела и наших чувств. Итак, каждый день 3-4 вот таких движения мысленно проработайте. Когда вы будете медитировать, у вас уже появится опыт, как реагирует ваше тело на те мысли, которые вы прорабатываете сейчас именно в медитации. Оставляйте обратную связь и продолжаем дальше.